Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы разберем с вами скин-фильтр, для чего он нужен и как его использовать. В этом уроке мы используем технику, которую обычно не используют при создании шрифтов без засечек, потому что засечки это, как правило, особые повторяющиеся части, которые есть на каждой букве, на каждом сегменте, в большинстве сегментов букв, и для таких целей используют либо скин-фильтры, либо корнер-компоненты в других шрифтовых редакторах. Но на самом деле это достаточно удобная штука, и здесь она нам очень сильно пригодится, потому что если мы посмотрим на журнальную рубленную, которую мы сейчас рисуем, то мы увидим как минимум две буквы с похожим рисунком, это С и Щ, кириллические, и буква Д, в которой тоже есть такие элементы, которые, как правило, должны повторяться, иметь одинаковый размер в этой части здесь, здесь и здесь. В предыдущем курсе мы рисовали журнальную рубленную, которая выглядела примерно вот так. Вот такие у нее были контуры. Это, по сути, то же самое, что мы сейчас рисуем, только мы тогда рисовали только одно начертание. И на самом деле, используя скин-фильтр в традиционном его представлении, можно получить вот такую штуку из этого шрифта, добавив всего лишь навсего один элемент. Вот такая у нас получается штука. Если мы включим, вы увидите, что те же самые буквы с тем же самым контуром выглядят совершенно по-другому. И делается это все за счет вот этого одного скин-фильтра. Причем, если мы его изменим, изменится все, что мы здесь видим. То есть в целом я сейчас увеличу эту часть. И в чем преимущество скин-фильтра либо корнер-компонентов в других программах? Это то, что мы его можем изменить, и тогда изменятся все элементы, которые используются в других буквах. То есть, допустим, я могу сделать вот так. И, например, увеличить размер. Могу вообще сделать вот так. Какой-нибудь необычный такой рисунок. И все это делается за буквально 1-2 движения мышкой. И во всех буквах, где такой элемент применяется, оно автоматически дублируется. Соответственно, это достаточно удобная штука, и даже в шрифтах без засечек мы можем это использовать. И в данном случае мы таким образом делаем с вами этот хвост на букве С, Щ и буквах Д. Что такое скин-фильтр? Скин-фильтр — это особый вид фильтра в программе FontLab, который позволяет нам прикреплять одну букву, часть буквы, к другой букве. И как мы это можем использовать? Допустим, вернемся в журнальную рубленную, в которой, как видите, продублировались все элементы, где он был применен. И если мы посмотрим на какую-нибудь букву, допустим, буква L. Да, сюда мы не можем применить, она заблокирована. Допустим, сюда можем применить. То есть мы можем сюда применить скин, например, такой. Поменять его направление. И у нас получилась полностью готовая буква I с засечками. То есть делается все достаточно просто, легко, но для этого нужно создать соответствующий элемент, который мы будем с вами крепить. Существует 4 вида скин-компонентов, которые мы можем применить к контуру буквы. Они представлены у нас снизу. Первый — это корнер-компонент, дальше cap-компонент, сегмент и dash, или dash. Как понять, что это скин-компоненты? Название таких компонентов начинается с нижнего подчеркивания, дальше написание его типа, точка и уже название непосредственно самого компонента. Они бывают разные, поэтому мы потом допишем с вами то, что нам необходимо. Чем они отличаются? Самый частый, который мы с вами будем использовать, это корнер-компонент с таким суффиксом, назовем его так, в начале. Применяется он к таким угловым частям букв, и являются самыми обыкновенными засечками. Крепятся они на один узел и, соответственно, приклеиваются к сегменту. Cap — это своего рода крышка, которая надевается поверх двух точек. То есть, если мы посмотрим обычный корнер-компонент, это такой отрезок, и у него здесь одна точка крепления, то cap-компонент, он идет шириной с целую вертикаль и крепится по верхние две эти точки. Когда это полезно? Это полезно, когда нам нужно сделать
чтобы, допустим, вот здесь вот был такой наклон какой-нибудь, потому что в шрифтах-засечках вот эти элементы в букве N, в букве U, они не имеют с двух сторон одинаковые вот такие засечки, как здесь. Они имеют прямо вот такую вот часто срезанную часть. И вот чтобы нам вот эту границу срезать, нам нужно использовать именно cap компонент, потому что стандартный corner компонент не сможет так плавно вот сделать такой вот сложный, грубо говоря, рисунок. Дальше у нас есть сегмент и dash. На самом деле они почти похожи. Применяются они не к углу, а непосредственно к сегменту кривой. Я здесь показывать не буду, это тема для отдельного урока, но, в общем, можно, например, сделать пунктирную линию и применить ее к узлу этому, скажем так, от этого узла к этому узлу на сегмент. И тогда у нас будет прерывистый здесь рисунок. Или, например, какие-нибудь звездочки, фигурочки, какие-нибудь там шарики и так далее. То есть можно там даже, можно сказать, пиксельный шрифт сделать. И отличие сегмента от dash в том, что dash он делает какие-то повторяющиеся сегменты, если не ошибаюсь. А сегмент он просто растягивает фигуру вдоль одной из двух точек. Ну, то есть, если мы возьмем два сегмента, короткий и длинный, то сегмент растянется на короткий и на длинный. То есть это будут две разные визуальные фигуры. А dash он будет просто повторять их бесконечное количество раз в зависимости от размера. И, соответственно, результат будет немножко отличаться. Но опять же, мы сейчас разбирать это не будем. Нам это не очень интересно в контексте этого урока. Можете поэкспериментировать. Применяется он также на две точки. И к нему нужно будет сделать различные якоря, которые мы разберем с вами позже. И, собственно, возвращаемся к вопросу. Мы не делаем с вами шрифт с засечками. Зачем же нам скин-фильтры? Ну, я уже говорил об этом. У нас есть повторяющиеся элементы, которые должны быть всегда одинакового размера по толщине, по высоте, в данном случае вниз они уходят. У них должна быть одинаковое количество выступа справа либо слева, в зависимости от того, какая это буква. Поэтому, чтобы каждый раз это все не равнять, если вдруг мы решили что-то поменять, самый идеальный вариант — это поместить в один глиф и просто его продублировать везде. Это первое. Второе. На самом деле наш шрифт, он имеет не 3 повторяющиеся буквы с такими элементами. Если мы делаем полноценную кириллицу, в которой больше, чем 33 языка русского, точнее, больше, чем 33 символа русского языка, мы хотим сделать расширенный диапазон кириллицы, чтобы у нас там были около 80 языков кириллицы, то нам придется многократно повторять эти элементы. Поэтому, если мы посмотрим на конкретно вот этот хвост, он у нас повторяется не только в этих 3 буквах, но и в других буквах, которые вы, скорее всего, не встречали в своей жизни, ну, вероятно. И, соответственно, их можно точно так же сделать, повесить на готовые буквы. И нам не нужно все это рисовать вручную, все это делается там в 2 клика буквально и даже больше. Если мы посмотрим еще на больший список расширенной кириллицы, то мы увидим, что у нас есть еще элементы вот такие хвосты, вот такие острые хвосты. И это все мы можем точно так же повесить в буквально там пару кликов, и нам не придется вот это вот все рисовать вручную. При этом это, конечно, не всегда идеальные результаты дает, потому что если мы посмотрим на букву X, то здесь, конечно, оно не очень хорошо село, но тут ничего не поделаешь, это уже мы потом вручную доделываем, но это все равно экономия времени, потому что такие элементы, они у нас есть и в букве M, если я не ошибаюсь, еще в каких-то буквах. Это все мы потом с вами разберем. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayr и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся в следующих уроках.